Представители знака зодиака Стрелец. Здравствуйте, Стрельцы! Я приветствую вас на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз, гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами, любой прогноз не может рассказать о личной жизни каждого из нас. Но я так надеюсь, мы проведем с вами приятное время, и все равно какой-то инсайт вы получите, мои дорогие стрельцы. Что для вас неделя? Давайте узнаем. Ух ты! Вот тут как будто у нас все по судьбе. Ангел нам о возрождении как будто трубит. Хочет сообщить о том, что какая-то черная полоса, может быть, закончилась. Или закончилось то, что было в прошлом. Вот некоторые события нашей жизни не будут уже иметь значения. Кто знает, тут есть какая-то неотвратимость, безусловно, по этой карте. Но есть и такое пороговое состояние, словно между прошлым и будущим. В такое время лучше не торопить себя, дать завершиться, может быть, тем процессом, который мы не можем ни ускорить, ни изменить, принять, наверное, как данность, то, что вообще менять не в наших силах. Но сама по себе карта добрая, она именно об избавлении от страданий, избавлении от боли. Но почему-то перевернулась, и, видимо, кому-то из вас это важно знать. Давайте мы достанем первую карту. Я сама достану, и именно тот вопрос, что важно знать или что для вас, мои дорогие стрельцы, будет в приоритете с 20 по 26 ноября. Как видят карты, по крайней мере. Итак, что важно знать? Чего не избежать или какие неожиданности могут нас сопровождать в эту неделю? Чему сейчас не время, по мнению карт? Или что нам может помешать? А что будет помогать? Давайте достанем такую карту, как «Что скрыто?». Может быть, кто-то нарочито скрывает, а может быть, и мы чему-то не придаем значения. И мы посмотрим дела, работа, бизнес. Такую карту достанем, энергетику на эту неделю. Что у нас денежная энергия? Личная жизнь, достанем карту. И карту совет. Мои дорогие представители знака зодиака Стрелец, прошу извинения, если посторонние шумы присутствуют в видео. Идет ремонт у соседей, и я на это не влияю, увы. Итак, что важно знать? Тройка пентаклей, правда? Что-то заканчивается. Знаете, вообще тройка пентаклей – это карта прогресса, с одной стороны, и как раз вот этого порогового значения, карта экзамена. У кого-то буквально может проиграться «я сдаю экзамен» и получаю свидетельство, сертификат какой-то, и буду приступать как будто к новой деятельности или деятельность прежняя, но с элементом новизны, когда мы наши знания, любые, у кого-то это может быть «я сдал или сдала на права», или «я учу язык, вот заканчиваю обучение, и мне это тоже впоследствии пригодится в моей работе». Кто-то, может быть, изучал законы, буквально так, да, или как мне обустроить какое-то дело. Может быть, это просто было где-то хождение по инстанциям для согласования чего-то, но вы это заканчиваете и переходите на новый уровень. Как будто так или иначе то, чем мы занимались, мы в копилку успеха можем положить, еще что-то добавить, и в последующем материальный успех. А для кого-то это жизненный экзамен, который как жизненный путь. Один этап заканчивается, и мы переходим на другой уровень. Но это карта надежности, стабильности и, повторюсь, прогресса. Есть тот момент, когда мы не делаем что-либо в суете. Это осмысленное наше как и поведение, так и какие-либо действия. Поэтому они приносят нам результат. Результат, который нас радует. И на последующий период тоже есть какой-то прогресс. Карта надежности и уверенности. Давайте мы узнаем неожиданности. Ну, продолжаю, наверное, тему тройки пентаклей. Это карта самодостаточности. Когда у нас все под контролем, да, карта, несмотря на пентакли, она достаточно непредвзято холодная, потому что больше занимаемся как будто
работа, дела, бизнес, когда мы добиваемся, достигаем тех намерений и целей, которые мы перед собой поставили. Но, безусловно, пентакли, они могут еще нам говорить о том, что если как неожиданности получения денег или что-либо мы, может быть, изменили прежде, и это касается сферы, опять же, достижения или работы, и теперь мы получаем результат в неожиданностях, когда вы довольны сами собой, мои дорогие стрельцы, когда у нас вообще-то все идет по плану. Ну, может быть, какие-то есть нюансы, которые вы корректируете, это не без этого, но самое главное, вот та цель, она как будто достижима. И, видимо, какие-то предпосылки или как первые звоночки, что да, я на правильном пути. В эту неделю определенно для вас будут. Ну, или какая-то проблема, или вопрос, который касался конкретно согласований по финансам, может быть, с учетом посещения банков, каких-то инстанций. У нас тоже мы можем словно продвинуть, решить или получить, может быть, как в организации премию или какую-то, ну, как будто внезапную и материальную либо поощрение, либо помощь, либо это просто очередное ваше получение денег, даже если вы работаете на привычной вам работе, когда сумма нас устраивает. Давайте мы с вами посмотрим, чему сейчас не время. Но не время нам говорят ожидать денег, тем не менее, или находиться, что-то ставить на паузу. Видимо, позвольте, может быть, развиваться тому делу, которое вы наметили, тем путем, когда, ну вот, в каком-то временном режиме, который вы в себе планировали. Здесь как будто останавливаться или успокаиваться на достигнутом, несмотря на прекрасные положительные карты, нам не следует. Что-то ставить на паузу тоже не следует. Хотя карта может говорить где-то о задержке денег, тогда, мои дорогие стрельцы, у кого-то может проиграться на этой неделе такая ситуация. Деньги, допустим, задерживаются. Или вот то, что мы называем заработной платой, окладом, да, или те деньги, которые приходят к нам периодически, например. Вот могут сказать, заработная плата задерживается, но есть бонус, премию дадут раньше. То есть вот тут как будто с одной стороны что-то может становиться на паузу. Я думаю, это не для всех проиграется. Но как раз мы получаем материальное какое-то поощрение в другом. И я могу предположить, что даже больше, чем мы ожидали. Знаете, по финансам неделя вас будет действительно радовать, но все же семерка пентаклей в позиции, чему сейчас не время, это как будто мы ждем урожая и не прикладываем какие-то усилия. Или правда, пройдя какой-то один жизненный этап, мы думаем, что ну все, это уже как-то устоялось и теперь так будет всегда. Вот как будто нет. Девятка сама по себе, хоть и карта самодостаточности, самореализации, как я сказала, но по нумерологии, когда выпадает 9, это всегда преддверие перемен. И вам дважды, наверное, как будто те еще будут события, которые приходят к вам извне. Все же 20-й старший аркан в самом начале перевернулся, и поэтому перемены какие-то неизбежны. Что будет помогать? Еще раз пентакли. У кого-то может быть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли, Телец, Дева, Козерог или имеет там асцендент. Или это, в принципе, карта, если мы рассматриваем ее энергетику, это тоже нам опять про самодостаточность, потому что королева пентаклей из хаоса умеет создать порядок. Она из ничего, из нуля умеет создать благополучие, какую-то приятную реальность, заработать деньги. Почему? Потому что по этой карте проходит, наверное, тот наш проект или задумка, который рождается в ментальности, а впоследствии королева пентаклей превращает это на практике. Материализация какого-то проекта, объекта или то, чего мы себе планировали. Карта, когда мы надеемся сами на себя, когда мы именно, ну, больше ориентируемся на то, что мы собираемся делать и какие плоды труда своего собираемся получить. Нет здесь каких-то пустых надежд. Нам в целом это помогает. Какая-то, может быть, знаете, размеренность, с одной стороны, жизни, неторопливость, потому что карта сама по себе не про скорость нам говорит. Предоставить, может быть, и пространству возможность как-то словно помочь вам. Есть такое у вас, посмотрите, одни пентакли. И если мы говорили, как будто мы проходим экзамен, завершается один этап. И всему свое время, я бы сказала. Поэтому даже если что-то
помимо вашей воли становится на паузу, надо это где-то принять как есть мудро. И самое время вот в таком неспешном ритме, сама по себе неделя прекрасная, словно составить тезис планом на будущее. Потому что, я повторюсь, ментальность, вот то, что у нас как будто будет на этой неделе в мыслях, мы впоследствии получим в реальной жизни. Поэтому будьте внимательны к своим мыслям. Что скрыто, давайте мы узнаем. Еще раз нам про деньги, правда? Эта неделя как будто денежная для вас, мои дорогие стрельцы, или какой-то проект. А знаете, у кого-то из вас изменения в личной жизни. Иногда шестерка пентаклей с учетом королевы пентаклей, это словно пространство нам помогает. Может быть, это у кого-то будет знакомство. Причем знакомство такое, которое не про любовь нам где-то говорят, которое, может быть, приходит через дружбу или какие-то приятные контакты, когда вам нравится человек, вам с ним приятно общаться, и кто знает, может быть, впоследствии вот эти отношения будут продолжаться и перейдут во что-то большее, хотя нам об этом не говорят. Безусловно, по шестерке пентаклей сама по себе, ну, где-то и с элементом удачи эта карта идет, и одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, на самореализацию, на достижения, на здоровые амбиции. Но о чем нам говорит карта? Не давай никому в долг, стрелец. Это точно. Посмотрите, руки как будто тянутся, да? У вас могут просить в долг. И когда выпадает эта карта, помни, нам говорят, сегодня рука дающего, завтра будет рукой просящего. Несмотря на благополучие в финансовой сфере, нам только об этом говорят карты, или на продвижение какого-то проекта, или когда у нас все складывается. Несмотря вообще как бы даже на стабильность, нам тоже об этом все карты говорят. Вот денег мы как будто не даем. Можем потом либо не досчитаться, либо, опять же, возвращаясь к нумерологии, девятка вам выпала, и будут впереди перемены. Значит, эти деньги вам понадобятся самой для осуществления вашего какого-то либо проекта, либо желаний, либо еще, может быть, какие-то будут обстоятельства. Дела, работа, бизнес. И снова пентакли, новое начинание, новая должность. Конечно, у кого-то просто согласование каких-то детских вопросов, может быть, связанных с обучением, может быть, еще какие-то тоже дела именно ваших детей, может быть, взрослых детей, которые перемежаются с материальными вопросами. Но чаще всего это какой-то проект или его начало, или ваша задумка, который будет рассчитан на десятилетия. Есть элемент такого марафонского забега, то есть мы доверяем всему тому, что для нас ценно, раз, и то, что не однодневное, мутно, непонятное, а то, что стабильно, надежно, на долгий период времени. Все где-то про размеренность и, знаете, такой спокойный ритм недели, и про это тоже. А очень, кстати, у вас примечательно, у вас тройка пентаклей и паж пентаклей внизу выпал. Тут, правда, какой-то переход, или как сдача этого жизненного экзамена, или предложение о новой работе, или то, что вы надумали, чем заниматься, вы тоже это будете осуществлять. И даже если кто-то из вас, это как, знаете, у вас может быть новая смена деятельности, или вы недавно, может быть, как второй доход, да, вы начали получать деньги, или вы еще только планируете что-то сделать. Элемент того, что даже если мы начинаем что-то с нуля, значит, скорее всего, игра стоит свеч. Какое-то дело для вас может стать как делом жизни, так и в принципе быть перспективным по деньгам. Так вот, что же с деньгами? Будьте рациональны и вовремя как бы разграничивайте две энергии. Король кубков, кубки вроде эмоций, правда? И часто это, кстати, карта говорит, это карты двора о наших супругах или с кем мы в паре живем. И, может быть, для кого-то из вас это еще и деньги дополнительные, которые получает ваш партнер. Но все же это вам выпадает карта. И я могу сказать следующее, что две как бы составляющие у короля кубков: эмоции, чувства и какой-то рационализм. Отличает как раз короля кубков то, что если он занят делами, он туда чувства какие-то, настроения, свои эмоции он не примешивает, он умеет их исключить. И если надо, он будет и жестким, и достаточно прозорливым, внимательным, и он умеет сказать «нет». Но в тех вопросах, может быть, личная жизнь, про любовь, где как раз про чувства, про нежность, про ласку, про участие, он как раз рационализм исключает. И
он умеет любить. Поэтому где-то вот между этими двумя составляющими пройдет ваша неделя, вполне вероятно. Может быть, как я сказала, отправляясь решать какие-то вопросы по делам, по бумагам, документам, ну, будет такое знакомство у кого-то, может быть. Если вы открыты миру, запросто такое состоится. Или вы пошли на какие-то курсы или обучаться, и тоже можете столкнуться с человеком, который вас заинтересует. Или заинтересуете вы его. Но как будто контакты какие-то, они вполне возможны. Давайте мы посмотрим, что же в личной жизни. А тут для кого-то как будто обновление в личной жизни. Даже если вы в союзе, в браке, да, нам ведь, вот когда выпадает король кубков, это вообще карта, когда у нас какой-то баланс есть в первую очередь. И даже если были какие-то шероховатости, недопонимания, мы можем это где-то нейтрализовать. Но все-таки у вас выпала тройка пентаклей, мы говорим жизненный, может быть, экзамен. Может быть, и в вашей паре вы придете к выводу, да, были какие-то сложные моменты, но тут как раз мы, скорее всего, договоримся. Или даже когда вы ну, как единое целое с вашим супругом, супругой или, опять же, с партнером, значит, вы вместе можете какое-то новое дело задумать. Или это как новое, знаете, как дыхание весны. Несмотря на то, что это у нас почти зима, это не важно. Но или какой-то общий интерес, который может вас объединить. Или вот по какой-либо причине вы словно заново открываете для себя партнера. По крайней мере, прогресс со знаком плюс. Для тех, кто в сложных отношениях, как я уже сказала, правильно, наверное, где-то балансируя между какой-то материализмом или рационализмом и чувствами, вы тоже можете проговорить те, может быть, темы глубокие или темы сложные, которые, в принципе, вот вынести на поверхность, и чтобы они прозвучали, может быть, прежде было сложно. А вот здесь вы, скорее всего, найдете взаимопонимание. То, что вы хотите, мои дорогие стрельцы. Вот как-то так. Но мы по нулевому аркану, он может как раз не только о любви говорить или про личную жизнь. Скорее всего, старшие арканы всегда, они в целом охватывают все вопросы нашего благополучия, бытия. Так вот, тут может быть как обновление у кого-то в плане работы, или новые возможности в материальном плане, или для кого-то из вас это смена сферы деятельности, или это может быть переезд планируемый, смена места жительства. Вот вы даже, пусть вы один или одна, или в паре, если в паре, то тогда вы, скорее всего, какие-то такие разговоры или планы, то, что мы называем на будущее, вы будете друг друга дополнять. Есть возможность словно загореться вдвоем одной какой-то идеей и вполне ее осуществить. Я когда вижу вот эту карту, я всегда вспоминаю слова Эйнштейна. Он сказал, только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. И что примечательно, второй иллюмината в колоде, там карта шута, тоже нулевой аркан, называется «Хаос перед началом творения». То есть есть еще какая-то неразбериха. У кого-то вот этот хаос может быть. Или мы говорим, момент перехода. Все-таки 20-й старший аркан нам сразу об этом сказал. Не будет как прежде. Здесь какой-то все равно элемент новизны, он присутствует. И значит, где-то этот хаос, смотрите, вы правда можете построить порядок, тем не менее, вот как по королеве Пентаклей, потому что наше благополучие все же это порядок, как ни крути, правда? А то, что возвышенное и неземное, там можно называть и хаосом, конечно. И может быть что-то гениальное родится, почему нет? Как какая-то идея, и вы ее вполне сможете осуществить при одном условии, если вы все просчитаете и будете надеяться на себя. У кого-то это сработает тоже. Не обязательно даже про любовь, а это какой-то проект, который для вас лично, для вашей личности, он будет перспективен и важен. И такое тоже может быть. Но все-таки карта нам говорит о том, что ну, приходит что-то новое на ваш порог, или это обстоятельства вокруг вас меняются, но на вас это вас не тяготит, мои дорогие стрельцы, понимаете? И это очень важно, потому что вы открыты миру, открыты переменам, вам хочется этого драйва. И шут-то у нас волшебник, он жонглирует всем зодиаком. Поэтому где-то придется, может быть,
но отступив полшага назад, правильно проанализировать и с кем-то правильно взаимодействовать, может отчасти и проманипулировать. Все же от нулевого до первого аркана мага один шаг. Будьте внимательны. Давайте совет. Император. Кстати, ваша энергия солнечная. Видимо, в конечном итоге, вот какой итог должен быть. Словно карта говорит, стрелец, первое, ты не должен подвергать себя риску. Ты должен только как будто улучшать свою жизнь и не забывать ни одной минуты, что любое действие должно быть обосновано и на что-то направлено. Сохранение и свои планы по императору, они как будто, безусловно, должны состояться. Но есть такой момент. Император мудрый человек, и он понимает, что не всегда все идет по плану, и поэтому он не хочет, чтобы что-то глобально важное у него менялось. Для этого, чтобы какие-то цели, намерения, они были осуществлены, он готов подкорректировать мелкие планы. Поэтому, видимо, вам и выпадает где-то старший аркан Шут, и нам говорят, надейся сам на себя, но приготовься, наверное, к тому, что лавировать придется, как будто хаос перед началом творения. Чтобы что-то построить, нужно, может быть, разные способы будет попробовать. Но цель – ваша сильная позиция. И это в карте совет. Для кого-то это может означать, что мы будем действовать по системе иерархии. Мы будем действовать в согласии с законом. Будет очень важно, в принципе, уважать как власть, так и закон, так и порядок той местности, в которой вы находитесь. Тогда вот это все работает для вас плюсом. Как будто мы не плывем против течения. Мы себя не противопоставляем, какому-то порядку уже сложившемуся, или мы не противопоставляем себя обществу, не прыгаем через голову руководителя. Это в целом нам тоже помогает. И тогда руководители будут более лояльны к вам и помогут вам какой-то проект осуществить или быстрее какую-то должность, карьеру. Тут умелое взаимодействие с сильными мира всего, само по себе, по этой карте. В карте совет тоже выпадает. Но вообще позиция у вас сильная на этой неделе, мои дорогие. Тут, правда, для себя что-то, как и на будущее для амбиций, что-то сделать важное, нужное, доброе. Где-то и для кармана-то тоже она... Неделя должна вас порадовать. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.